buenos tortillas, sí. Я в мучениях погибну здесь. Я предлагал совершить сипоку здесь, но мне сказали, это не подойдет. Всем привет, это «История на ночь». Меня зовут Евгений Чеботков. Я на канале у Коши Карцева. И сегодня я буду шептать вам свою историю через мои любимые предметы. За камерой Расул Чебдаров. Вот там Томас Гайсанов. Они будут молчать все время. Сегодня шептать буду только я. Если вы в процессе уснете, это нормально. Давайте начнем. Я не знаю, должен ли я еще что-то говорить, но, как вы видите, это Лео, фигурка черепашки-ниндзя. Мне подарила его моя девушка Вера. Я в восторге от этой черепахи, потому что вы просто посмотрите, как он сделан. У него 2 катаны, все по канону. Я еще в детстве решил, что я буду именно Леонардо. Я никогда не понимал, кто выбирал Микеланджело. Типа он же, он невероятный инфантил. Или Донателло, он зануда. Или Рафаэль. Он просто срывается, он просто псих, дурак. Скажи что-нибудь, Лео. Привет, парни, как дела? Йоу, я фанат Коши Карцева. Серьезно, Лео? Да, обалдеть, я не знал. Да. Ого, круто, что заглянул. Будучи фанатом с детства черепашек-ниндзя, в 2018 году стал черепашкой-ниндзя и начал озвучивать на канал Nickelodeon. Какую черепаху? Лео. Финг. Итадакимас. Аригато. У меня в детстве были любимые конфеты. Я в детстве так их любил. У меня отец часто приезжал. Он приезжает и такой: йоу. Может быть, я и отца-то не особо рад был видеть. Именно M&M's просто любил. Так вышло, что я начал работать в рекламном агентстве. И с каким брендом я работал, по-вашему? С Вискас. Но и с M&M's тоже. Потом долго с M&M's. То есть я реально работал с M&M's. И я такой: это что? Какая-то шутка? Судьба? Есть еще одна вещь, которая очень важна для меня. По моему бомберу вы могли заметить, что я поддерживаю хоккейный клуб СКА. Но это Борис, если что, это прикол был. И у меня вообще очень много связано в жизни с хоккеем, при том, что я особо в хоккей не играл. Я в детстве немножко занимался, но я не играл в хоккей. Но я из очень хоккейного города, невероятно хоккейного, Усть-Каменогорск, столица казахстанского хоккея. Борис — это команда из Нур-Султана, из Астаны. Я сейчас дружу с ребятами и поддерживаю их, конечно, они классные. Никак не противоречит моей любви. Также то, что я являюсь болельщиком хоккейной команды Казцинк Торпедо. Ля, шо это? А фамилия-то какая? Между прочим, самый результативный игрок из Казахстана, который играл в НХЛ. Представьте, что это вас мать укутывает в свежую простыню. Казцинк Торпедо вперед. И Борис. Респект. У Бориса, кстати, новая теперь эмблема.
это уже раритет. Я заговорил про Казахстан, но у многих, я уверен, представление о Казахстане, типа, ну понятно, что Казахстан. Это хоккей. Есть еще много всякого. У меня дома, я живу в Москве, но у меня в Москве есть такой символ настоящего казахского мужчины. Конечно, я этнически не казах, у меня вообще нет ни капли казахской крови. Но я вырос в Казахстане, я чувствую связь. И поэтому у меня дома есть камша. Есть камша дома, если что. Я думаю, каждый человек сейчас, который ты смотрит, такой, ну чем ты пытаешься удивить? У каждого в Москве дома есть камша. Он обычный, он не спортивный, он для повседневного использования. Мне его подарил мой близкий друг атлет. Для того, чтобы погонять свою лошадку. У каждого хозяина, у мужчины должен быть свой камша. На всякий случай. Конечно, я в Москве не езжу на лошади. Но мало ли что. С 2003 года я являюсь болельщиком футбольного клуба Челси. Вот же она, вот же. From Stamford Bridge to Wembley, we'll keep the blue flag flying high. Flying high, oh fly high. Flying high up in the sky. From Stamford Bridge to Wembley, we'll keep the blue flag flying high. Chelsea, Chelsea, Chelsea. I just call your name, I just call your name, Azpilicueta, I just call your name, Azpilicueta, I just call your name, I just call your name, I just call your name, Azpilicueta, I just call your name. Это футболка с Цезаря Азпиликуэты, это его игровая футболка. Мне ее привезли прямо после матча, сняв с него. Разве это не безумие? Хочешь, я расскажу тебе, что такое безумие? Ну что, есть еще кое-что для вас в черном мешке. Что же там, Жень, что же там? Да погоди ты. Ну скорее, скорее расскажи нам. Да погоди ты немножко. Чего ты такой нетерпеливый, а? Это также подарок. Подарок, 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 подарок. Я пришел на праздник, чтобы порадовать татарок. Сквозь пап респект. Я предлагал совершить сипоку здесь, но мне сказали, это не подойдет. Придется дождаться музыкальной интуиции. Есть только одна проблема. Если ты вынимаешь катану и никого не убиваешь, катана обижается. Вам очень нужен тот оператор. Эй, может поговорить уже про цацки. Хорошо, если ты так хочешь, но давай не так грубо, окей? Я не ношу украшения. У меня нет такой привычки, кроме одного. У меня есть цепура, на шею. Она сейчас не на мне. Она у меня в руках.
Серебряная цепь. Ничего хитрого. Грубая, мужская. Билли, покажи нам, как танцуют змеи. Хорошо, мисс Маргарет. Они вот так танцуют. Она тяжеленная и невероятно висит на шее. Прям как твоя бывшая. Есть такая телепередача, которая выходит в интернетах. Называется «История на ночь». Может быть, вы слышали. Мы делаем ее втроем вместе с Томасом Гайсановым и Расулом Чебдаровым. И там, по сюжету, у меня в руках присутствует книга «Истории на ночь». Вот она. Многие меня спрашивают, как именно вы ее кастомизировали. Мы ее никак не кастомизировали. Мы нашли ее в поле в Хакасии. Мы поехали туда втроем на каникулы, как мы всегда это и делаем. Гуляли и просто увидели бугорок. Ну, бугорок на бугорок. Сколько этих бугорков? Мы подошли. Чего-то начали там присматриваться, приглядываться. Расул пнул ногой бугорок. Там старуха. У нее в руках книга «Истории на ночь». Она говорит, ребята, самое ценное, что у меня осталось в жизни, это вот эта книжка «Истории на ночь». Ни в коем случае не забирайте ее у меня. Иначе как только вы выхватите ее из моих рук, я в мучениях погибну здесь. Вот она у нас. Вертушка приближается. Джонни, они на деревьях. Я предлагаю завершить книжный цикл, потому что у меня с собой две книги. Первая — это книга «Истории на ночь». Вторая — это книга моего дедушки «Мануаль de la lengua español». Он привез это из Кубы, когда работал там. Había una mujer que era bastante más pobre que rica. Un día iba al mercado y llevaba una olla de miel en la cabeza que los vendería y con... это другая передача, господи. Вот этот запах старой книги, такой уютный. Так пахнут только библиотекарши. Я-то этот запах прекрасно знаю. Muchas gracias. Я, пожалуй, покажу самое нетривиальное, что мне дарили в турах и концертах, связанное с историей на ночь. Это матрешку. Это что за молодой Ленин в натуре? Ну, это я в пижаме, если что. Внутри Расул, тоже в пижаме. Внутри Расула Томас со скрытым лицом. Если что, их тут нету. Я им отдал. Поэтому я пуст внутри. Как будто меня кто-то гладит по затылку сейчас тоже. Проклятая вуду. Так приятно всегда, когда дарят что-то с историей на ночь. Но этого мало.
Вы должны везде, при любой возможности спрашивать один вопрос. Вы сами знаете какой. Когда история на ночь. Я не особо разбираюсь в одежде. Я просто чувствую, круто это или не круто. Все. Я не там особо что-то бренда, не бренда. Но есть один бомбер. Боже. Прям попадает мне в сердце невероятно. Смотрю и таю. Что же это такое? И что же это за бренд, спрашиваю я. Так это же Скол. Это же мой бренд. Вот это совпадение. Это Фенрир. Мы с командой делаем это. Я прикладываю руку на каждом этапе. И я стал фанатом производства одежды. Это не мерч. Это бренд. И это меня так вдохновляет. И, боже, но вы все и так видите. Говорят, если провести по этому язычку, то можно услышать рычание Фенрира. Я учился в Канаде, и я подумал, что из каких-то канадских привычек я с собой привез в Россию. Я думал, понял, что, наверное, ничего такого, но потом раз и вспомнил. Если дело доходит до подсластителей каких-то, и мне такие, что там сироп топинамбур, там что-то мед, там что-то, там варенье какое-нибудь, что-то такое, что там. Я такой, а есть кленовый сироп? Потому что я такой, мне нравится кленовый сироп. И на меня часто такие, чего, блин, вот же он же. Идеальная смерть для канадца — это утонуть в котле с кленовым сиропом. Если не удалось погибнуть на хоккее. Написано sans gluten. Вот же он же. Я, если что, все лью себе в трусы. Ну что, пуль-пуль. Поздно уже, пуль-пуль. Я работал помощником повара в мексиканском ресторане в штате Делавэр. Поэтому мексиканская еда для меня до сих пор это что-то такое родное. Nachos. Es como pequeños tortillas, ¿sí? Я бы поел сейчас, конечно, но я не корейская девочка-извращенка. И вы, я надеюсь, не извращенцы, потребители такого контента. Ну и отпусть она ест. Сейчас она осьминога полностью в себя засунет. Господь с вами. Ну что ж, вы послушали звуки моей жизни. Спасибо большое за внимание. Меня зовут Евгений Чеботков. Это канал Гоши Карцева. Смотрите «Историю на ночь».